Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спартак Суббота на связи прямо сейчас. Спартак, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, аудитория. Спартак, очень нужен психоаналитик, психиатр, а может специалист и покрепче. Почему? Потому что с украинцами, видимо, вот за эту неделю, ну, в общем, провели очередной эксперимент. Эксперимент общей такой рамкой направлен на что? На то, что в Украине появился аятолла. Зеленый аятолла, непогрешимый в своей власти. Человек, который мудр, человек, который слышит людей, человек, который все разрешает, какие бы там новые вызовы не возникали. Значит, замутил Зеленский смену правительства, но состав правительства, кто там в этом правительстве, Корецкий, который бухгалтер семьи, бывший телохранитель, и, в общем, как бы они медийно не обсуждаются. Главный нерв замены правительства – это была смена главкома, возвращение Федорова, и вот частично прошлым вечером или прошлой ночью это произошло. Значит, Зеленский увольняет Сырского, Зеленский назначает Драпатова, Федорову предлагает какую-то новую должность, картонки, которые митингуют изо дня в день, они, в общем, как бы расходятся с праздником, с чувством удовлетворения. Смотрите, как красиво все произошло. А что мы имеем по факту? С точки зрения государства нужен нормальный министр обороны, а не исполняющий обязанности, который подаст кандидатуру, и это все, парламент вообще в отпуске, будут вызывать депутатов, что-то делать. Ну, это все детали. Главное, как разрулил. Теперь Драпатый главком, Сырский прощается, причем очень интересно прощается. Он пишет у себя такой прощальный пост и, в общем, говорит, что сегодня покидаю должность главы ВСУ, главнокомандующего. Я видел эту войну с первого дня, в 14-м жил на фронте, знаю цену каждого освобожденного километра украинской земли. Вместе мы остановили наступление в Харьковской области, предотвратили его наступление в Сумской области, Курскую операцию провели, а в этом году под моим командованием вернули 700 квадратных километров земли. И я передаю своему преемнику, то есть Драпатый это не контра, это преемник, армию, которая не только держит оборону, а и находится в состоянии наступления с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как побеждать. Я искренне надеюсь, что наступление будет продолжено. То есть Сырский, уходя уже нарезал задачи. Сам Драпатый говорит: слава нации, смерть врагам, служу Украине. В общем, я под командованием вырос Сырского, уважаю. Федоров благодарит Сырского, говорит: спасибо тебе за Киев, Харьковскую область, ты молодец, но надо двигаться дальше. Смотрите, как красиво получилось. Оцените происходящее и роли. Потому что то, что мы сейчас видим, это роли, и каждый исполнил, ну, насколько мог, как мог, согласно своим качествам актерской игры. В психодинамической теории психологии есть такое понятие, которое называется конфликт лояльности. В мелких масштабах это легче отражается в взаимоотношениях мама, папа, ребенок. Например, когда отец разводится с матерью, в рамках конфликта лояльности всегда выигрывает ребенок. Что он делает? Значит, он, когда встречается с мамой, он говорит: слушай, папа там вот папа не так вкусно готовит, папа не так обо мне заботится, не уделяет мне достаточно внимания. Встречается потом с папой и говорит: знаешь, у мамы какой-то мужик появился, ну он, конечно, не ты. И в этой всей истории вся проблема вот этого конфликта лояльности, она отражается в том, что ребенком в данном случае выступает у нас Зеленский, а мама и папой выступают абсолютно кто угодно. Ну, тут в данном случае, конечно же, это Сырский и Федоров, но мы такое видели уже много раз. Мы неоднократно видели, как менялись люди, как менялось отношение к людям, и, собственно говоря, всегда оставался крайне кто угодно, понимаете, кроме Зеленского. То есть никто не думает о том, что проблема в ребенке, который ссорит родителей. И народ Украины этого не замечает. Я сегодня расскажу несколько причин, почему так происходит, потому что я изучил этот момент с социальной точки зрения и с точки зрения социальных психологических процессов. И нашел несколько интересных примеров в истории. Но прошу обратить внимание, как Сырский красиво все сделал на самом деле.
Ну, его можно любить, можно не любить, он точно в войне чуть лучше разбирается, чем Федоров. Федоров вообще мало в чем Федоров разбирается, в том, что на него, скажем так, накладывать, какую ответственность накладывать. Он, может, там и неплохой специалист, но точно не в вопросах военных процессов. Он сам никогда не служил, и он не совсем понимает, что такое воинская позиция, он не понимает, что такое вообще быть солдатом. В общем, он далек от этой всей истории. Так вот, когда Сырский уходит и говорит о том, что я отдаю вам армию в процессе наступления, он использует эффект якоря. То есть он фиксирует потенциальную ситуацию, и любое изменение данной ситуации нарушает статус-кво. То есть в данном случае ситуация положительная. А еще прошу обратить внимание, в этой ситуации, кстати, как бы и Федоров очень удобно делает. То есть получается, что это один из немногих случаев, когда в конечном счете в плохих условиях будет ребенок, а не мама или папа. Ну, то есть Зеленский будет виноват. Смотрите, Зеленский со всех сил старается сделать так, чтобы виноват всегда был главнокомандующий. Но он не учитывает несколько моментов. Первый момент, то, что предыдущий главнокомандующий и министр обороны одинаково недовольны решениями Зеленского. Они могут друг друга ненавидеть, но они одинаково недовольны тем, что делает Зеленский. Это первое. Второе. Когда уходит Федоров, Федоров уходит на пике славы. Там сейчас как бы горят какие-то склады, куда-то летит. Люди по ошибке, конечно, ассоциируют это с Федоровым, но на самом деле, ребята, это не так работает. Федоров не пробыл столько времени на этой должности для того, чтобы присвоить себе статус основной причины того, что в Российской Федерации есть какие-то проблемы. Федоров начинает эти процессы, но в целом в полных масштабах это не Федоров на это влияет. Не обманывайтесь. Те, кто смотрит и считает, что Федоров на это сильно повлиял, нет, это не так работает. Не хочу вас огорчать ни в коем случае, но проблема в том, что вы переоцениваете влияние министра обороны на позиции в продолжительности полгода. Это немного, поймите, потому что эти процессы с дронами, они начинались еще в 2023 году. Ну, то есть подготовились, все и так далее. Так что не переоценивайте. Но Федоров уходит на пике, причем на социальном пике. С точки зрения социальных конструкций, Федоров во всех смыслах сейчас превосходит что Сырского, которым недовольны люди из-за условных скель и потери людей, и жестокой мобилизации. Ну, и, собственно говоря, недовольны Зеленским, потому что Зеленский принимает якобы неправильное решение. В этом случае в очень удобной позиции Федоров. Вот он уходит на пике. Но и все-таки нужно отдать должное Сырскому. Сырский тоже хитро поступает. Он отдает и говорит, смотрите, он говорит, я отдаю вам армию в процессе наступления, в процессе, когда мы отбили территории, но Сырский, как никто другой, знает ситуацию на земле. В Российской Федерации может говорить что угодно. Она адаптируется, она перенесет одно в другое, она все рассортирует, так же, как делали мы, когда у нас были жесткие прилеты по всему на свете, и у нас даже с электроэнергией, которая вообще в Украине был жесточайший кризис. Сейчас более-менее как-то разобрались. Поверьте, Российская Федерация с этим разберется. И как только она разберется, возникнет вопрос номер 2. Вопрос мобилизации. А у РФ потенциал мобилизационный, ну, я не хочу ни в коем случае недооценивать мобилизационный потенциал Украины, может все вернуться из Испании, знаете, из всяких там Румынии, Немеции и захотят срочно мобилизироваться и защищать государство. Но пока что выглядит так, как будто бы у Российской Федерации чуть-чуть больше мобилизационный потенциал, чем у Украины. И Сырский это понимает. И еще раз, война, внимание, ребята, чтобы вы просто понимали, война не выигрывается атаками на инфраструктуру. Она создает много дискомфорта. Война выигрывается на земле. Сырский это понимает, он отдает это. И впоследствии, казалось бы, должен быть тот, кто принимал решение по поводу смены главнокомандующего. Правильно? Александр, а кто назначает главнокомандующего нового? По закону, кто должен это делать? Нет, ну смотрите, понятно, что это Зеленский, но вы же видите, Маленький нюанс, как вы не он, учли. смотрите, как он это все, ну, в общем, подает. Он встречается со всеми, он 2 или 3 дня на совещаниях со всеми военными. Там тебе и Белецкие, и Редисы, там тебе и всякие морские пехотинцы, там тебе и все подразделения. Все должны, ну, скажем так,
присягнуть на лояльность ему, а не Сырскому. Понимаете, в чем дело? Более того, сейчас такой очень тонкий и социальный, это, кстати, очень интересно по поводу этих картонок. Тут кричали позавчера буквально о том, что улица не может выбирать главкома. Ребята, вы в своем уме? А тут раз, получается, улица выбрала главкома. И все такие расшаркиваются друг перед другом, говорят, вот спасибо тебе, и тебе спасибо, и все молодцы, и все замечательно. Ну, давайте немножко тоже как бы сделаем скидку на ветер, да? Ну, то есть непонятно, откуда подул этот ветер. И я сейчас вижу немножко, да, но опять-таки это настолько банально, что это даже как бы неинтересно обсуждать. Но Зеленский-то прогнулся под этот ветер, который кто-то запустил, открыв форточку, но, судя по всему, это сквозняк. Это просто сквозняк, которого испугался конкретно Зеленский. Сейчас, конечно, ему говорят, вот смотрите, Федорова не назначил, Сырского уволил, то есть какой мудрый, все в дамках. Но его игра напоминает пожар. Ведь Клименко должен был быть министром обороны. Но тут отказался сам, там, в общем, по-другому, поставили Хмару, и от Хмары отступать Зеленский не будет. Так а куда возвращать Федорова? Тут, понимаете, прокол на проколе, если посмотреть в сухом остатке на действия конкретно Зеленского. Я к чему вот это вот все говорил, Да. Александр? К чему я вел вот эту, сказал бы, такую душную историю по поводу того, кто кого назначил и что виноват Зеленский? Дело заключается вот в чем. Не может без подачи кандидатуры от министра обороны назначать президент главнокомандующего. Вы поняли суть, к чему я сейчас веду? Смотрите, это незаметно, никто на это не обратил внимания. Не может в отсутствии исполняющей обязанности есть, но он не обладает полномочиями подавать кандидатуру на главнокомандующего. То, что делает сейчас Зеленский, он делает в обход любого закона. Он назначает главкома без подачи министра обороны. А министра обороны нет, а исполняющий обязанности не имеет права этого делать. И теперь получается какая история? Назначают новую жертву, просто нового козла отпущения, Дропаты. Он может быть классным, все остальное, но проблема заключается в том, что у нас вся структура власти под огромным знаком вопроса о легитимности. Понимаете? Зеленский легитимен или нет? Согласно Конституции, нет. И если нелегитимный человек убирает другого человека, который был легитимным, то есть Федоров был легитимным, убирает его с позиции, и до назначения нового легитимного специалиста на эту должность нелегитимно назначает еще одного главнокомандующего, у нас вся структура выглядит так, как будто мы играем в государство понарошку. Это просто государство понарошку. Мы просто по приколу играем в государство и в государственный строй. У нас нет ни одной легитимной позиции с того момента, когда Зеленский перестал быть, когда он перестал брать в расчет Конституцию и закон, кроме Верховной Рады. А Верховная Рада, попробуй собери еще нормальное большинство, попробуй договорись и прими какие-то решения. Абсолютно импотентная структура на данный момент. Поэтому вся ответственность в итоге ляжет на военных. Это его основная задача. Сделать так, чтобы во всем были виноваты военные. Сырский, в том числе, кстати, Федоров, чтобы был виноват, потому что вот с этими картонками он вышел, мы вынуждены были поменять, мы поменяли, лучше не стало, и так далее и тому подобное. Но почему вот в этой всей истории, почему люди игнорируют влияние Зеленского на эти процессы? Почему люди делают акцент непосредственно на Сырском? Потому что Зеленский не дает возможности людям представить, что Зеленский имеет отношение к этим процессам. Это очень хитрая позиция. Все будут виноваты в конечном счете. Именно военные, все, кто имеет какое-то отношение к войне, все, кто будут носить форму, будут виноваты во всех этих процессах. Я отдавал, говорит Сырский, я отдавал, когда было нападение, сейчас нападения нет, сейчас нет атаки, сейчас мы не идем в наступление, потому что меня лишили статуса. Никто не скажет, Зеленский виноват. Скажут, виноват Федоров. Федоров же этого хотел. Или Дропаты.
Я, И кстати, я, кстати, Дропаты напомню, тоже, я, кстати. кстати, Все напомню, виноваты. смотрите, все сейчас вспоминают два эпизода из биографии Дропатова. Эпизод первый, когда он там на БТРе в 2014 году проезжал вот это вот Мариуполь, и все, вот, русскую весну задавил Дропатой. Так они отступали потом. Они потом отступали и просто... Ну, давайте так, при всем там героизме людей, которые защищали Донбасс, там ополчение их называли, при всем героизме украинских военных, обычных, я имею в виду военных, которые тогда, ну, то есть Мариуполь сдали Ахметову, то есть Мариуполь сдали, Северодонецк не обстреливали сильно, не трогали, потому что там предприятие Азот. Это была немножко другая история. То есть там конкретно интересы, покупалось и продавалось. Об этом знали все. То есть можно было платить, ну давайте так, фигурально закавычу, платить можно было вот этим ополченцам, я имею в виду местным, которые тогда забирали власть, и не обстреливался или там не трогали там тот или иной объект. Можно было платить наступающим или идущим освобождать территории какие-то Донбасса ВСУшникам и батальонам, и тоже особо не трогали. То есть я имею в виду конкретные заводы. Раньше просто это была какая-то ценность. Это мы сейчас в этой фазе войны немножко, для нас это звучит дико, но тогда, вот эти годы назад, да, 12 лет назад. Это было вот в норме. И вроде как геройский поступок, но потом по факту Мариуполь отдали. Ну, его там и нечем было защищать. Короче, расписали, договорились. Дальше. Второй эпизод, который все вспоминают, это в 21 году, это перед войной. Лето 21 года. Ему вручают переходящий меч британской королевы. Тогда еще была королева. Приезжает посол, вручает, говорит, молодец, лучший выпускник, Дропатый. Ну и как бы он там славится, что он такой весь, как это, пожарный фронта, если где-то что-то, какая-то задница, его отправляют Дропатова, и он там что-то налаживает. Так было и в Харьковской области в том числе. Но у него уже были скандалы, и он уже был козлом отпущения за прилеты, когда он возглавлял сухопутные войска, за прилеты по полигонам. Его конкретно сделали крайним, и он тогда уходил с позиции вот этой главы сухопутных войск с большим нервом, скандалом, ну, в общем, тяжело уходил, не просто уходил. И, в общем, перебрасывали с направления на направление, им так были недовольны, я имею в виду в верхах, в кругах, да, и поэтому сказать, что он там какой-то, не знаю, великий и светоч, нет, нет. И вполне себе вероятно, что эта модель поведения по отношению к Дропатому, она учитывалась Зеленским, когда вот сейчас главкома назначают. Перед чем учитывалась? Очень важный аспект, я хотел бы тоже с вами обсудить. Выходит в утренний эфир сегодня советник Офиса президента Лещенко. Ну, зараз ми бачимо таку затища, але після того, як закінчиться активна фаза, вона закінчиться найближчими 2-3 місяці, коли почне псуватися погода на фронті, я думаю, що ця воля повернеться. Ну і плюс, очевидно, мають почати діяти вже українські далекобійні санкції, приводити росіян до тями, тому що, ну, ви бачите, в них спочатку горіли нафтопереробні заводи, потім в них почали горіти логістичні склади найбільших ретейлерів, як Wildberries, потім в них почав горіти тіньовий флот. Тобто їхня економіка має відчути цей удар, і, власне кажучи, і суспільство має відчути і зрозуміти, що якщо воно, російське суспільство, не почне приводити самого Путіна до тями, то їм самим росіянам буде від цього тільки гірше. Вот. 2-3 месяца. 2-3 месяца. Потому что погода испортится, и россиянам будет тяжело. Ну и, понятно, вот эти горящие склады Wildberries, там все остальные, повлияние на экономику. И вот смотрите, если у них такой план, если Лещенко, представим, не порит от себя то, что там ему взбрело в голову, я напомню, что при плохой погоде были самые большие потери территорий у Украины на линии фронта на войне. И Сырский мне не даст соврать, потому что, когда меняли Залужного, Авдеевка, ну, Авдеевка уже на совести Сырского получилась, понимаете? То есть, и помним, какой был сезон. Но если мы представим, что Лещенко действительно говорит, что вот 2-3 месяца, а дальше будет Россия готова к переговорам и, в общем-то, принудим, не принудим, но, в общем, к чему-то будем договариваться, то, конечно, нужен Дропатый, и можно его менять по велению улицы. Любые перестановки сейчас, в данный момент, в государстве это как аналогия с борделем. Перестановка кровати сути не меняет. Понимаете, можно их двигать хоть так, хоть так. Проблема заключается в том, что у нас нет концепции. Ну, вот у нас правильной концепции нет. Мы не знаем, что делать концептуально. И это отражается в людях. Ну, я вам приведу хороший пример. Есть
закон тривиальности Паркинсона. Не того Паркинсона, который связан с болезнью Паркинсона, это больше про психологический феномен. И вот смотрите, как работает закон тривиальности Паркинсона. Люди склонны, вот важно, люди склонны уделять непропорционально много внимания простым и понятным вопросам и игнорировать сложные и действительно важные вопросы. Но вот тот пример, который Паркинсон привел в описании в своем труде, что он сказал, что комитет часами спорит о цвете велосипедной парковки, но за несколько минут утверждает проект атомной электростанции. Это же, понимаете, это гениально. Смотрите, что самое интересное. У нас занимается чем угодно. Кто будет разрабатывать дроны, кто получит подряды на дроны, еще что-то. Вот это годами разрабатывается. Люди, которые хотят получить эту возможность, ее не получают. Там что-то воськаются с бронежилетами. Убрали главнокомандующего, это расплюнуть. Смотрите, одним днем. Да, 5 И всё дней. поменялось. Мгм. Да. И вот в чем дело. Это объясняет внимание к мелким вопросам, но не всегда объясняет отсутствие реакции на угрозу. То есть мы реагируем на маленькие какие-то раздражители. Например, вот люди сейчас с пеной у рта гордятся тем, что Зеленский прогнулся. Ну окей, хорошо, он прогнулся, это выглядит немножко куца, такое ощущение, как будто бы у Зеленского других недостатков нет, помимо того, что он прогнулся, и вот поменял он главнокомандующего. Но, ребята, еще раз, не могут люди утвердить цвет велосипедной парковки, но делают серьезные заявления и меняют решения на уровне электростанций больших и атомных станций. Здесь это точно так же происходит. Люди не могут разобраться с мобилизацией, зато поменять все органы, связанные с мобилизацией, мы это можем. Люди живут в перманентной лжи. Еще раз, это для меня это государство понарошку. Знаете, вот как будто мы договорились, что оно вот так вот должно быть, и вот оно вот так вот как-то выглядит, то на самом деле не важно, что оно не имеет никакой легитимности или серьезности у процессов управления. Есть еще такой интересный феномен, называется психическое онемение. Пол Словик его ввел, тоже социолог. Интересный момент. Чем масштабнее проблема, вот, ребята, тоже обратите внимание, чем масштабнее проблема, там война, коррупция, голод, изменение климата, что-то масштабное, тем слабее эмоциональная реакция. Парадоксально, смерть одного человека вызывает больше эмоций, чем гибель тысяч. А теперь смотрите, следите за руками, как любят говорить. Мобилизация одного человека, ну вот такая вот там, где собачку оставили, там ребенка что-то забыли еще, на это люди обращают внимание. Но с картонками никто не выходит по поводу массовой мобилизации. Все выходят по поводу одной незначительной проблемы. Я считаю, что наличие Сырского у власти – это не та проблема, из-за которой необходимо было выходить с картонками. Есть более масштабные, реально масштабные проблемы. Например, процессы управления. Или вам не нравится Сырский? Вы не задаетесь вопросом, кто, мать его, их назначает. Вот еще раз. Нам не нравится Сырский. Хорошо. Нам нравится Федоров. Окей. Кто этим занимается? Почему вы выходите и так размыто делаете акцент на тех проблемах, которые не важны? Никто же не пишет: Зеленский, сволочь, принимает неправильные решения. Как написано на картонках? Верните Федорова. Кто назначает их, ребята? Вы смотрите не туда. Когда палец показывает на небо, дурак смотрит на палец. Понимаете? И вы смотрите сейчас вообще не туда. Ну, это я обращаюсь к украинцам. Конечно же, не всем. Я думаю, что тут вряд ли сидят, вас вряд ли смотрят те украинцы, которые вышли с картонкой и вообще не понимают, что вообще происходит в этом государстве. Я думаю, эти люди как бы и не вышли с картонкой. Знаете, мне понравился такой пост, я не помню, где-то он мне попался, и там кто-то спрашивает, как вы считаете, в комментариях, там, как вы считаете, чего не хватает людям, выходящим с картонками на эти площади. И там девочка пишет: критического мышления. Но это на самом деле правда, потому что люди выходят, за что-то борются, и не знают за что. У меня знакомая тоже вот говорит: вот я за этот картонный Майдан, так хорошо, люди показывают там свою волю и все остальное. Я говорю: слушай, а когда вот был Миндич Хейт, например, или когда вот проблема с ТЦК, почему никто не выходил? Тебе не казалось это странным? И она так смотрит на меня и говорит: ты хочешь сказать, что ценность того, что люди сейчас выражают свою позицию, низкая? Это все не важно? Такой прием называется соломенное чучело. Она берет, подменяет мой тезис, делает его более уязвимым за счет того, что мой тезис становится менее значимым, и атакует его, а не мою позицию. Потому что моя позиция следующая. Я считаю, что есть более значимые проблемы, нежели назначение Федорова или Сырского. Например, источник этой проблемы.
И если вы постоянно на рабочем месте болеете, то проблема не в вас, проблема в рабочем месте. И задавайтесь более точно этими вопросами. Вы игнорируете саму суть. Назначение любого человека, любого болванчика, какого бы вы ни назначили сейчас на любую должность, больше говорить не о том человеке, которого назначили, а о том, кто назначает. Единственный, кто не изменился вообще в своих границах возможностей с момента полномасштабного вторжения, это человек, который всех этих людей назначает. Это Зеленский. Я хочу с Вы вами ищете немножко причину здесь, везде, кроме... минутку даже две минутку, Да. недолго, но подискутировать по поводу этого примера. Ну, там, позиция, не позиция, слушайте, но недооценивать картонки тоже нельзя. Ну вот, объективно. Можно ходить и душнить, что вы протестуете не о том, вы делаете не так, там, Сырский, Федоров, там, вот как эта жена, да, которая говорит, кумира, там, начали там, ну, понятно, что это все толкалось, в том числе ботами, тоже вчера в прямом эфире разбирали эту ситуацию, искусственным интеллектом, написанными текстами, какими-то подменами фоточек, вот это все, креатив этот весь, и реальной живой как это, материи, да, живой силы, в этом не такой большой процент был сначала, но его как бы качнули, раскачали. Немножко там, я вспоминал, знаете, что я вспоминаю? Я вспоминаю зумеры в Непале, помните? Вышел молодняк, всех снес, ну и что там? Ничего. Ну, то есть, но сам акт, да, он произошел. Тогда все в шоке были. Очень быстро, кстати, там, да, за недельку, там, за две. Ну и все, и нет никого. Все попадали в отставку, всех смели. Поэтому, когда мы имеем дело с подобными проявлениями, ну не надо бросать, ну уж большую тень на саму силу, не суть, а саму силу, которая из себя представляет вот это. И тут же возникает вопрос. Мы же долго говорим, а что там, чего там боится Зеленский? Да, понятное дело, чего. Бунта в армии, бунта в тылу. Да, это все контролируемая история, да, это все не о том, да, это все. Но это как бы показывают, что может повлиять на Зеленского. С одной стороны. С другой стороны, понятно, что это шоу разыгранное, потому что и Федоров, и Зеленский, они, наверное, там встречаются потом по вечерам и вместе с Ермаком сидят и смеются над всем этим происходящим, как они на кукловодили. Но сам Забавно, да. сам акт вот этого выступления, пускай этих молодых, неотесанных, ну так как, подождите, студенты делают эту революцию, понимаете? У нас он Майдан, который все изменил, перевернул вообще историю Украины. В 2014 году кровь пролилась. Тоже же начинался, ой, студентів побили. Потом пригляделись не совсем студентов, не совсем там все было так, как рассказывали, но уже все, миф уже создан. Поэтому тут очень опасная все равно игра. Александр, я абсолютно не говорю о том, что парацетамол не нужно принимать, когда у вас жар. Я просто говорю о том, что в первую очередь нужно заниматься лечением ангины, из-за которой у вас жар. И я не обесцениваю ни в коем случае эти картонки, если эти картонки спровоцированы по серьезному делу. Есть принцип ограниченного ресурса для борьбы с тревогой. У человека, например, может бороться с определенным объемом нагрузки на нервную систему, но когда происходит перегрузка нервной системы, человек начинает игнорировать большую часть проблем. Слишком сильно перегрето общество украинское, слишком большое количество проблем, и они делают акцент не на тех вещах, которые на самом деле важны, а на тех вещах, на которые могут повлиять. Посмотрите, кто реально вышел. Это же и правда вышли, ну, типа дети, студенты, которых никто не может мобилизировать, с которыми нельзя ничего сделать. Эти люди, внимание, не сталкиваются с проблемами мобилизации, невозможности Так а выехать. почему увольнения тогда с все, работы? простите, ломы говорят, а чё ж вы не протестуете против ТЦК? А им не надо противостоять Вот, ТЦК. у них нет с этим проблем, поймите, у них нет проблем с этим. Как это люди не понимают? Их волнует то, что убирает министра, внимание, я уже об этом говорил 1000 раз, обязанности которого никто не знает. Ну, имеется в виду из тех, кто туда вышел. Ну вот выходит, задает вопрос, вы можете сказать, какие обязанности министра обороны? Я вас уверяю, половина из них перепутает его с министром внутренних дел. Что там люди не понимают, что происходит. И они выходят просто потому, что это популярно, модно и так далее. Я не знаю, может, какие-то еще другие причины есть. Но они не понимают, из-за чего они выходят. Эти люди не знают ни обязанностей министра обороны,
ни как он назначается, ни в чем разница между министром, виконуючим обов'язки министра. Проблема-то на самом деле, Александр, вы правильно все говорите. Я понимаю, к чему меня подводите, к чему подводите зрители. Проблема заключается не в том, что картонки не важны, а в том, что их сила нужна там, где это на самом деле важно. Но там, где на самом деле важно, они это проявить не могут. Например, вышли люди, и там были персонажи, которые написали на картонке по вопросу ТЦК. Вышли. Их мобилизировали, чтобы просто вы понимали, только их мобилизировали под домом. Потому возникает сразу же, и причем потому что это люди были взрослые, ни один подросток не написал о проблеме с ТЦК. Более того, ни один из подростков не поднял вопрос заработной платы и социальных выплат. Ни один из подростков не поднял вопрос о законе про внутрішньо переселених осіб, который под шумок перековеркали, извратили, и теперь люди, которые переехали, имеют меньше прав и статуса, чем люди, которые не переехали. Понимаете? То есть они не понимают, как это работает. Их винить в этом сложно. Понятное дело, что это ж не их задача в этом всем разбираться. Они просто маленькие булочки, которые вышли, знаете, вот эти маменькины детки, которые выскочили на улицу показать свое недовольство. Но они не сталкиваются с реальными проблемами. Еще раз, если бы им было... Подождите, мы живем в такой стране. Вот в этом-то и... Вот смотрите, вот я просто пытаюсь балансировать между там общими и частными. Смотрите, я тоже там, ну, я не сторонник картонок, чтобы меня все правильно поняли. Но я говорю... нет, уже все, Александр, макнулись, давайте защищайте их. Смотрите, я сторонника, ну, дух революционный, он такой. Вы думали, многие там, когда большевики революцию учинили, многие там разбирались, а кто такой нарком, а где там какой там советы там. Думаете, нет. Там четкий был понятный месседж. Да, землю крестьянам, фабрики рабочим. Ну, там, я образно сейчас беру. Здесь же четкая политтехнология. Сырского геть, Федорова вернить. Все. Понимаете? То есть, это уже детали, кто там, какой там конституция, это все это для таких душных скуфов, как мы, понимаете? У них дух революционный, у них вот это вот все. А я пытаюсь анализировать еще на порядок выше. Это то, чего боится Зеленский. Потому что Зеленский заматерел, и это как хорошо, так и плохо для самого Зеленского. Это означает, что именно вот в этих... Вот все поражались, почему в революцию, там, например, там, щерсы, ковпаки, ну, многие, да, вот эти начальники, да, которые там, ну, они рубились на фронте. Ты смотришь, а там кому там 19 лет, там, ну, молодые люди были, вот эти великие потом уже, да. Почему? Так поэтому. И Зеленский, когда поменял правительство, когда поменял армию, у нас же Дропатый сейчас, ему 43 года, да, у него Зеленский уже выглядит стариком, на фоне него, там, не возраст сидела, но он уже сколько прошел, и он уже с высоты, понимаете? Он раньше бронзовел, потому что у него была теплая ванна Ермака, она, похоже, и осталась, но, собственно, ее разбавляют немножко другой водичкой. Поэтому это же опасно для вот этой власти. Поэтому это очень опасно, когда этот дух просыпается, пускай даже вот так похабно, там, с непониманием, и с картонками, и с приколами, и понарошку, как вы выражаетесь. Я согласен, что это все понарошку, но дух-то настоящий. Да, только толку в этом нет. Вы можете сколько угодно рассказать, насколько он настоящий, но давайте представим себе ситуацию, сравнительный анализ рисков для людей, которые выходят на протесты. Значит, по сути, любая революция подразумевает высокий риск для революционера. Большой шанс смерти. Какие риски и какие издержки несут эти дети, которые вышли? Еще раз, там не вышли люди серьезного калибра. Там не вышли люди, которые в данный момент составляют, скажем, это не люди, которые пополняют бюджет Украины. Ну, нельзя пополнить бюджет Украины, покупая просто кофе. Ну, то есть, типа, утром. И там, я не знаю, и давая взятку за какой-то предмет, который ты никак не можешь сдать. Это не то, что реально пополняет бюджет Украины. Более того, большинство из них, согласно опросам, через 1,5-2 года уже не будут жить в Украине, потому что закончится возможность по выезду, и они уедут.
Они вышли, наворотили и уедут. Это же шикарно. Понимаете, в чем дело? Сняли Сырского, а потом они такие, типа, ну, как бы пришло время ехать в Германию. И мы потом все такие, так, подожди секунду, ты же выходил, там, ты же боролся за это. Он говорит, не, ну, это же было тогда, сейчас это уже другое. Поймите, еще раз, ценность революции определяется потенциальным риском для революционера и возможностью повлиять на значимые процессы. Повлияли ли они на значимые процессы? Нет. Был ли риск у этих революционеров? Нет. Это знаете, как в африканских племенах кто-то идет на сафари. Они идут с голой задницей и с луком в руках. И потом приезжает какой-то миллионер на сафари, который, знаете, сидит в такой железной клетке, как Папа Римский, вот этой штуки. У него там дырочка, и он со снайперской винтовкой. Вот это тот картонный Майдан. Целая группа людей в бронированных таких вот, защищенных от мобилизации, скажем так, условиях, не боящийся никаких последствий. Потому что может сделать украинская власть в данный момент? Призвать, разогнать этот митинг, но это смерти подобно для нее. Что они могут еще сделать? Мобилизировать этих подростков? Слишком очевидно не получится. Кого-то по одному они там могут выцепить, но масштабно не получится. Слишком будет резонансное дело. А выйдя, например, на такой же страйк или бойкот взрослые люди, которые скажут, алло, что это у нас типа сейчас нет возможности никуда выехать, и почему сейчас такая жестокая мобилизация, их просто забьют палками и мобилизируют. А потом еще, знаете, что интересно будет? Возьмут и заставят всех извиниться. Можете себе представить? Вот и такой. И кричать, да, и кричать «Слава ТЦК». Слава ТЦК. Потому я не умаляю, поймите, я не умаляю значимость революции, я не умаляю значимость несогласия, духа, таких протестов и всего остального. Я умаляю результативность. Я консеквенциалист. Я оправдываю любые аморальные поступки, если по итогу они принесут какое-то положительное решение. Но они не приносят положительных решений. Странный, конечно, пост Залужного. Дропатому будет очень тяжело, значительно тяжелее, чем он себе представляет, заявляет Залужный. Однако Михаилу точно никогда не будет стыдно. Человек чести не имеет идола, поэтому ему нечего терять. Единственное, что у него есть, это только обязанность, написал посол Британии. Чтобы это не начало. Ну, то есть странный какой-то такой. Очень Сырского не упоминает вообще, который ему пришел на замену, а как бы вот такое обращение к Дропатому, наставление вот это отеческое. Странный как бы такой момент. Параллельно верховный главнокомандующий, как обычно, куражится, показывает последствия прилетов по складам Wildberries. Это 45% онлайн-покупок вообще в Российской Федерации. И тут тоже, вот давайте соотносить, да, Россия большая страна, этих там с десяток, даже меньше, крупных, имеется в виду, хабов, да, и туда приходят товары, там они лежат, и потом, в общем... Вот такой маркет, там есть что подобное. Озон тоже есть, но Озон немножко, чуть меньше популярнее. А потом по этим точкам выдачи это все после покупок отправляется. Значит, удар был нанесен в Краснодаре. Вот таким вот, так сказать, макаром, да, то есть горит знатно. Зеленский тоже публикует эти кадры. Удар был нанесен в Невинномысске. Там тоже, там, 4 место Краснодар, 6 место по площади. То есть Невинномысск. Удары горит знатно. Потому что там всего много, потому что там это все пластиковое. Ну, что такое Wildberries, да, там заказывают все на свете, и оно там дымит, горит капитально. Цель видна, цель легко программируема, цель, которая там так не защищается, хоть там рассказывают, что это все там военщина, волонтеры отправляют через... Короче, вот то, что там Украина уже давно делает с новой почтой, там типа тоже делают, поэтому там это типа военная цель. То есть Зеленский сам говорит, что это задействованы были в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигации, там, снаряжения, поэтому вот смотрите, правильно ударили. Но меня интересует другой подход. Вот здесь нужна психология, разбор психологический, и я прям, вот прям это очень важно сейчас. Тут приезжает импортный журналист, интервьюер к Мадяру, тот, который за дроны отвечает и командует дронами. І от такий розговор, от такий епізод. Вони без палива, усе палає. Що ви скажете цим росіянам? Їм пізда. От так от.
Что вы скажете? Вот все горит, все это. Что вы скажете россиянам? В общем, капец, короче, россиянам. Ну, ты уже ничему не удивляешься, когда это степень потужности, вот это все. Вот смотрите, удары по НПЗ, ну, как-то начали решать эту проблему. Понятно, что там наносятся и по трассе вот этой Новороссия, но что сделали россияне? Они взяли, поставили больше этих мобильных групп. Да, есть видео, когда едет мобильная группа российская, этот дрон, Хорнет, вот этот бьет по нему, и, ну, так это, сколько они там за этим и ездят, они за этим и рискуют, то есть, понятное дело. НПЗ начали как-то прикрывать. Сделали вот у украинцев эти писюны, а у россиян елки. Причем там очень хитро как-то они сделали. Тоже такой дрон-перехватчик, типа пистолетом запускается, такой он летит. Они даже очень похожи. Ну, писюн похож на елку, понимаете? Но там сделали хитро. Этот дрон-перехватчик, он не оружие. Не оружие. Он просто таранит боевую часть вот этого дрона и, получается, взрыв и сбивает. Поэтому, поскольку это не оружие, гражданские объекты могут, ну, коммерсанты закупать это все в товарном количестве. Сейчас наращивается производство вот этих елок, техника, это идет технологическая война. Но я не видел ни одного, нам не показывают. Нет, нам показывают всяких там Соловьевых, нам показывают всяких там, ну, в студиях, да, очень там, Z-патриоты в пабликах. Они, конечно, да, они там такие мощные, но я не видел действующего руководителя направления войск Российской Федерации, который вышел бы на интервью и сказал точно так же, как Мадяр, или что-то подобное. Ну вот, не видел. А Мадяру можно. Почему? Ну, Александр, в первую очередь, потому что у нас свободное государство, каждый имеет право высказать свое мнение. Вот оно что. Что ж вы сразу этим понимаете или что? Я вам скажу, есть два феномена. Это для зрителей. Знаете, я поставил себе такую задачу, что теперь каждый эфир, когда мы выходим с Александром Шелестом, я буду давать вам определение психологических или социальных феноменов, которые вы можете, знаете, каждый раз вы должны становиться немножко более умными, и у вас должно быть чуть больше понимания того, как работает психология масс. Значит, есть два феномена, согласно которым работает вот эта вот история. Когда задают Мадяру вопрос, он может комментировать и делать акценты. Смотрите, его никто не спрашивает конкретно, что там в России, его спрашивают, как обстоят дела. Понимаете, в чем дело? Все хотят знать, что в целом происходит. И вот есть вот таких вот два элемента, смещающих фокус внимания с реальной проблемы на косвенную. Первый из них это называется whataboutism. Типа, а вот у других. Это, например, это по сути это не когнитивная ошибка, и это даже не сложная манипуляция, это риторический прием. Его используют обычно либо умственно неполноценные, либо дети, которые не умеют правильно общаться. Ну, в данном случае мы видим, что у нас используют их военные и политики, что, в принципе, больше похоже не на детей, но умственно неполноценных. Так вот, например, пример, у вас коррупция, а вот у врага коррупция еще больше. Понимаете? Говорят, слушай, мы как бы не совсем понимаем, как мы зиму переживем. Ой, давайте посмотрим, как русские ее переживут, и тогда будем что-то делать. Да какое мне вообще дело, как они будут переживать эти русские эту зиму? Да мне вообще плевать на эти, честно скажу, плевать на не обижайтесь, если для кого-то там важно, вдруг кого-то там близкий в России, но мне вообще нет никакого дела ни до НПЗ, ни до БК, ни до какого-то там Wildberries, ни до Озона. Мне вообще до этого нет никакого дела. Я хочу понять, как моя мать будет переживать эту зиму. Вот это все, что я хочу понять, потому что она живет в Украине. Я хочу понять. И человек постоянно говорит о нарушениях прав человека в стране противники, но избегает обсуждения аналогичной проблемы в собственной стране. Это риторический прием, который называется whataboutism. А вторая причина – это мотивированное мышление. Это очень важно знать. Такое называется motivated reasoning. В чем суть? Наиболее сильное объяснение с точки зрения когнитивной психологии в вопросах конфликта, оценки ситуации. Значит, смотрите, человек критически оценивает информацию о противнике, то есть всегда сфокусирован на проблемах о противнике. У Мосейчук есть вот эта проблема. То есть всегда фокусируется на серьезной проблеме внутри противника, не критично относится к аналогичной информации в своей группе. Какая цель этого? Сохранить желаемую картину мира, а не объективно оценить факты. Из-за этого вам навязывают ту картину мира, которая вам не свойственна. Вам каждый раз будут говорить о том, что смотрите, а в России вот у них еще хуже.
еще раз, если наша задача, вот если цель украинского государства сделать хуже России, а не лучше Украине, меня эта страна не интересует. Я не собираюсь жить, еще раз, зарплата украинцев не вырастет от снижения зарплаты в Российской Федерации. Ну Найдите да, наконец-то логическую там связь. литр бензина 93 гривни, ну, как бы предрекают, говорят, будет скачок. А что там с инфляцией? Да, ну, понятно, что с инфляцией. А сколько чего будет стоить? А где там, а какой дефицит? А где как? Ну, видите, как это все? Нет, об этом говорят, но не те. Ну, да, еще раз, тоже интересно. Такой же перекос есть и в Российской Федерации, то есть они больше делают акцент на том, как сложно в Украине, и игнорируют, как сложно в России. Тут мы все грешим этим, поистине братские народы, честно говоря, в этом плане. Но я бы хотел сфокусировать внимание зрителей на одном не менее важном элементе, о котором вам Шелест пытается постоянно сказать, многие другие, скажем так, эксперты, которые сюда приходят, пытаются сказать, но мы все упорно это игнорируем. Еще раз, это в каждом эфире. Вот я сколько слушаю эфиры Александра, ну, вы как будто в это игнорируете. Возникает вопрос, ответ на который мы никогда не слышим. Когда закончится война? Какие цели окончания войны? Что делать людям? Какие цели? Вот задачи. В какой момент мы поймем, что война закончилась? Когда мы поймем, что ее можно остановить? У нас уже раньше, смотрите, раньше хотя бы, хоть и херню говорили, но хотя бы ее говорили. Граница 91 года. Хорошо, ладно, это абсолютная чушь. Это редкое, извините меня за нелитературное высказывание, это дичайшая дичь, но она была. Сейчас что вы можете сказать? Потому что уже ни у Российской Федерации, ни у Украины нету строгой, понятной позиции, на каком моменте мы можем все-таки в конце концов закончить эту войну. Ну, граница 91 года, но очевидно, что уже никто в это не верит. Ну, так придумайте хотя бы какую-то новую легенду, скажите, когда мы закончим. Хоть дайте нам обманку, мы уже готовы, как я сам обманываться рад. Дайте хоть подсказку, где мы должны себя обмануть. В Российской Федерации тоже не говорят, ну, сейчас, теперь Донбасс. Ну, мы понимаем, что просто Нет, Донбасс и границы Донбасса это тоже будет. Там уже тоже размылось, там зона безопасности, Новороссия, это такое максимально, ну, в общем, максимальное такое понятие, широкое, то есть каждый может вкладывать все, что хочет, понимаете? У нас вообще Да, дайте что-то понятное, господи, в конце концов, хоть дайте мне четкое объяснение, за кой черт люди должны терять конечности и своей жизни на... Ну, давайте подумаем. Смотрите, вчера был очень интересный момент. Очень интересный момент. Его геополитически никто не разбирает, потому что все зашиты в концепцию «зрада перемога», то есть победа, предательство, то есть вот таким образом. Значит, Алиев встречается с Мерцем. Всплывает какая-то вот такая история, что Алиев говорит, мы не знали, а кто-то, даже называют кто, там, чиновники, да, там, с России, какие-то из Украины, бывшие, там, в общем, товарищи, да, встречались в Азербайджане в июле месяце, или в июне, в общем, они встречались и беседовали, как закончить войну. Алиев говорит, мы не при делах, мы не в курсе, но мы просто знаем, что такое было. О, хорошо. Но, то есть, нам дали вот эту жвачку, ну, встречались и встречались, да, там, ну, хорошо, то есть, ну, там, что-то обсуждали. Но с чем поехал Алиев? Он говорит, Россия не в состоянии, там, в общем, поставлять газ, ну, вот эти, нефть, короче, то есть, мы заменим Россию на вашем рынке, говорит Алиев. Смотрите, это все восприняли и перевернули, сказали, да елки-палки, ну что, все, вот это Алиев, там Путин опять проиграл. Риторически, может, так это и выглядело, но не получится. Не получится. Это все точно согласовано с российской стороной. Точно. Все же забывают, что нефтепровод «Дружба»-то работает. Работает, понимаете? Добились этого. Добились, типа, вот там азербайджанское что-то. Хорошо, оно назовется азербайджанским. То есть все на самом деле, все в этом, ну, все работают в этом направлении. И все задают вопрос, а что так это там по-хамски себя ведет Алиев? Да потому что ему дают так себя вести, потому что у них все равно все на мази.
то, что нужно. А нужны вот эти ресурсы. И вот это Алиев встречается с Мерцем. Но это как бы один момент, да. Опять-таки, мне говорят, что вот Шелест, ты не понимаешь. Я как раз понимаю вот эту всю... Это все театр политический, они его классно исполняют. Но абсолютно не до театральщины Мерцу. Он говорит, российский газ – одна из причин, почему так плохо. А у него рейтинг просто, ну, скажем так, до плинтуса. И ровно вчера же выходит материал о том, что обвиняемый в подрыве северных потоков украинец Сергей Кузнецов признается, что он работал на СБУ в момент вот этого подрыва. Значит, спецслужбы во время телефонного звонка разговора со своей женой, который вот прослушивался, этот его телефон, считали эту информацию. Дальше он это все официально признал, что да. Отмечается, что обвинительное заключение Генпрокуратуры ФРГ содержит ряд указаний на причастность именно госструктур Украины к подрыву Северного потока. Это абсолютно меняет картину. Вот это официальное признание. Неофициально там можно сказать, повесили типа на украинцев, это все. Нет, это мы имеем дело с официальным признанием государства Украина, которое сосет помощь с немцев. Немцы, которые говорят, мы обязаны помогать. А что говорит Мерц? Путин не хочет говорить с нами о мире. Поэтому мы должны им помогать. А люди что смотрят? Вы не можете добиться разговора с Путиным. Вы помогаете Украине, а украинцы подрывают благополучие немцев. Получается очень неприятная история. И вот тут в моменте ответ на вопрос, который вы задаете, до каких пор война? До тех пор, пока Путин не выйдет и скажет все. Получается только такой ответ. Вот его так прямо по-детски, наивно и декларирует Мерц. Интересно, знаете, еще на что обратил внимание? Как этот Рюте высказался на последней конференции. Если реально конец войны будет тогда, когда скажет Путин, и когда это подтвердит Зеленский, недостаточно, чтобы Путин это сказал, потому что Путин может это сказать, а Зеленский такой, нет, у нас другие идеи. Интересно то, что Рюте сказал такую вещь, он сказал так, что мы довольны результатами работы НАТО, мы добиваемся всех желаемых результатов. Он говорит, есть только один нюанс, мы почему-то не понимаем, почему фронт движется не в правильном направлении. Я так посмеялся с этого. Видели, да, это заявление? Он говорит, только не понимаю, почему фронт движется в неправильном направлении. Это цирк. На самом деле, я объясню, почему фронт движется в неправильном направлении. Потому что, еще раз, сделать неприятно на территории государства-соперника, государства-врага, как угодно там назовите, не равно улучшить качество жизни на собственной территории. А наша проблема заключается в том, что наш менталитет всегда сфокусирован на качестве жизни не нашем. И поэтому мы везде, мы все просрали, Александр, мы потеряли все везде, потому что мы всегда делали акцент на том, как должно быть у россиян, как должно быть у американцев, как плохо живут французы, какая серьезная проблема с иммиграцией у немцев, какие серьезные проблемы с образованием у латышей, как плохо ухаживают там за какими-то китами в скандинавском поле, как неправильно действуют представители Мексики в международном праве. Мы на все обращаем внимание, вообще игнорируем проблемы в собственном государстве. И вот эта вот история с фотоаутизмом, я считаю, что нужно ее внести обязательно. Нам нужно, во-первых, флаг поменять на какой-нибудь другой, чтобы там было нарисовано что-то связанное с фотоаутизмом, потому что, мне кажется, мы наконец-то придумали настоящую истинную менталитет украинского народа, вот взгляд. Он всегда будет связан именно с тем, что акцент не на качестве жизни у нас, а на неблагополучии соперников. А соперники у нас кто? Это в зависимости от исторического периода. Именно, потому что, вот вроде и он, видели, как у поляков теперь все плохо. Сейчас я же говорю, еще что-то, и уже будет и у венгров плохо, у венгров там проблемы. Хотя, кстати, это все думали, что сейчас придет новый управленец, и все переиграется. И приходит новый управленец, оно не то, что не переигралось, оно чуть хуже еще стало, понимаете? Никогда не заканчивается.
Этот процесс никогда не заканчивается. Поймите, Украина не будет счастлива до тех пор, пока будет счастлива хоть одна другая страна. Потому, пожалуйста, я вас сильно прошу, другие страны, вы можете начать жить хуже, потому что я хочу уже, наверное, и в Киев как бы вернуться. А пока вы не начнете жить сильно хуже, чем мы, все, у нас, не закончится эта война, потому что у нас же война, поймите, у нас война не с Российской Федерацией. У нас война с любым государством, которое имеет хоть какую-то идею, даже если она корявенькая. И имеет эту идею лучше, чем украинская идея. Потому что украинская идея, мы пока ее не знаем. Но как мы узнаем, обязательно в эфире вам скажем. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо большое, Александр, и спасибо аудитории. Друзья, пишите в комментариях, что думаете. Подпишитесь, лайк поставьте. Ну и самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.